эти напитки для того, чтобы утолять жажду со вкусом, получая при этом витамины. Они 100% натуральные, поэтому абсолютно безвредны. Для приготовления этих напитков вам понадобится 200 грамм очищенных фруктов, предварительно замороженных и затем размороженных в холодильнике. Это такие фрукты цитрусовые, например, апельсины, мандарины, лимоны, яблоки всех сортов, ягоды на свой вкус вы выбираете. И даже вот овощи, морковь, например, душистые травы, мята, душица, мелиса. Я изучила, кстати, многие очень рецепты и много экспериментировала с ними. На основе них составила свой рецепт и вам его предлагаю. Он отличается от тех, то есть я и свои соотношения выбрала, и плюс самое главное, если цитрусовые брать, то я обязательно их чищу. Можно замораживать и перекручивать фрукты в кожуре. Я пробовала так, но мне кажется рисковатый. Вкус вот особенно цитрусовые дают. Мне кажется, и детям не очень это понравится. Ну, вы попробуйте и так, и так. Я делаю без кожуры сейчас. Выбираем фрукты, которые вы любите. Тщательно моем и обдаем кипятком. С апельсина я снимаю несколько только полосок цедры. 1-2 этого достаточно. Иначе, если всю цедру добавить, то сок будет, напиток такой будет очень резкий. И дальше вот эта вот белая подкорка, тщательно ее вычищаем, потому что она дает только горечь, сока она не дает. Яблоко я тоже очищаю, убираю сердцевину. Кстати, эту кожуру можно высушить и даже добавлять в компот из сухофруктов. Мы же ее моем тщательно и обдаем кипятком. Раскладываю по контейнерам и отправляю в морозилку. Замораживаем фрукты до прям каменного состояния. Вот яблоки вынеруженные, красная смородина, лимонная кислота, 100 грамм сахара, 1,5 литра, обычная вода фильтровая. Это я вчера делала яблоко и ежевика, вам решила показать. А сегодня сделаем яблоко и красная смородина. Чтобы быстренько нам сделать, мы сейчас первый шаг делаем. Нам нужно взвесить лук. Подсыпаю до 200 грамм смородины. 200. Все, 200 грамм. И что мы делаем дальше? Берем посудину какую-то. Так, и я выливаю сюда, приблизительно треть. И на 10 минут буквально я поставлю в холодильник. Закрываю, чтобы запахов не набирал в холодильнике. Сок аж прет из яблок. Так, после того, как они разморозились, измельчаете их удобным для вас способом. Я использую блендер. Закрываю. Вот, посмотрите, какой красивый. Видите, какой обалденный. Теперь берем и что мы делаем? Начинаем это дело процеживать.
вот я профильтровала. Остался вот этот жмых. Что мы делаем? Капаем обратно его сюда. Сито надо будет промыть. Сито надо будет промыть. Еще чувство. Уже будем по максимуму все выжимать, все соки из наших ягод. Так, давайте уже. Кстати, лимонная кислота, она не только вкус придает. У меня кончился. Обычно надо лимонную дольку замороженную и чуть-чуть кусочек цедры. Но так как у меня кончился, то я добавляю лимонную кислоту. Она не только для вкуса кислинку придает очень вкусно, она хороший консервант. Второй заход. Промыли сито. И вот у меня вторая порция зажмыха уже. Вот, и я уже ее фильтрую. Видите семечки? Ну вот, я практически отжала весь жмых. Вот это чистое пюре. Вкусная какая. Все. Ну, вот сахар, смотрите. Когда в жару, можете не 100, а 50 грамм даже добавлять. Я вот сейчас буду пробовать. Я вот тоже не весь высыпала. Кстати, может быть, даже и не буду весь высыпать. Вот видите, какой? Вот он такой получился. Если вы хотите, чтобы он такой был весь пенистый, то можно еще раз его пропустить через блендер, промыть блендер после, чтобы это и не было. Ну вот, я его взбила. Кончик. Вот. Попробуем. Итак, вот видите, процеженный сок. Напиток, вернее. Видите? Попробуем. Вы знаете, я больше не буду сахар добавлять. Половину 50 грамм добавила. Вы знаете, даже он мне больше нравится. Яблоко красная смородина, чем яблоко ежевика. Очень вкусно. Очень освежает. Вот вы его отфильтровали, и дальше вы уже его как бы доводите до консистенции на ваш вкус. И получается у вас где-то 1,7-1,8 литра напитка готового из одного большого фрукта. Напиток очень освежающий. Его можно пить со льдом. Причем он, видите, 100% натуральный. Очень и для детей подходит, для всех. Пробуйте, я думаю, вам понравится.